Сначала мы начинаем как философы, размышляющие о чем-то. Затем мы становимся посвященными, изучающими и практикующими это. И, наконец, мы достигаем мастерства, когда глубинно понимаем это всем своим существом. И поэтому мы должны вставать так, будто наши молитвы уже услышаны. Проблема в том, что наши чувства вводят нас в заблуждение, создавая ощущение разделения. Человек говорит: «Я хочу исцелиться, я хочу быть здоровым, я хочу быть богатым». Он представляет это и возвращается к обычной жизни, а этого нет. Мысль о будущем создает эмоцию недостатка или разделения. Так как мысли – это язык мозга, а чувства – это язык тела, то теперь наши ум и тело находятся в противостоянии. Когда мы испытываем чувство признательности, благодарности или радости от чего-либо, что с нами происходит в данный момент или недавно произошло, мы переживаем эмоциональное состояние благодарности. Это чувство возникает, когда мы получаем что-то приятное, удивительное или радостное. Благодарность становится эмоциональной подписью, которая указывает, что желаемое уже произошло. Когда человек сочетает четкое намерение своего будущего с открытием своего сердца и ощущением эмоций этого будущего, его тело реагирует на это субъективно, словно переживая настоящий опыт. Чем сильнее эмоции, тем более измененным человек себя ощущает внутри. Концентрируясь на ментальной картине своего желаемого будущего, человек начинает как бы вспоминать это будущее. Биологически это аналогично процессу воспоминания прошлого. Если человек будет регулярно практиковать открытие сердца в сочетании с четким намерением, то мысли и чувства будут изменять его состояние бытия. В итоге, со временем, человек будет ощущать, что его желаемое будущее уже произошло. Это важно. Когда человек ощущает, что его желаемое будущее уже произошло, он перестает его высматривать и ждать, когда оно наступит. Человек больше не пытается предсказывать, контролировать или ожидать, как это произойдет. Вместо этого он эмоционально подключается к своему будущему. Противоположная ситуация также верна. Чем сильнее эмоции человека относительно предательства, шока или травмы, тем более измененным он себя ощущает внутри. Он сужает свое внимание на внешнюю среду, и мозг фотографирует это, создавая воспоминания. И чем сильнее эмоции, тем ярче мозг отпечатывает этот образ нейрологически. Таким образом, человек нейрологически и эмоционально застревает в прошлом. Это делает невозможным для него создание нового будущего. Если человек пребывает в состоянии прошлого, он будет постоянно подтверждать свою идентичность таким образом. Утром он начинает думать о своих проблемах, которые представляют собой воспоминания прошлых событий, прочно запечатленные в его мозге. Если человек верит, что его мысли определяют его судьбу, то, размышляя о прошлом, каждая проблема будет ассоциироваться с негативными эмоциями, несчастьем, страхом, неполноценностью. Это похоже на процесс обусловливания. Нам достаточно образа, соединенного с эмоцией, и стимула, чтобы вызвать определенную реакцию. Каждый раз, когда человек вспоминает свое прошлое, этот образ с эмоцией подсознательно обусловливает его мозг и тело к возвращению в прошлое. Живя в знакомом прошлом, человек будет предсказывать и ожидать такое же знакомое будущее, потому что оно ему понятно и знакомо. Но единственное место, где существует неизвестное, это настоящий момент.
Научить людей жить в щедром настоящем моменте требует осознанности, но большинство людей предпочитают отвлекаться на телевизор, мобильные телефоны или социальные сети. Это не обязательно плохо. Это вопрос осознанности. Когда мы находимся внутри банки, мы не можем видеть ее этикетку. У нас есть большая лобная доля, которая дает нам самосознание, но это самосознание само по себе не меняет ничего. Можно осознать, что мы зависимы от страха, конкуренции или борьбы, но это означает лишь, что мы осознаем эту реальность. В какой-то момент осознания мы фокусируемся на другой точке сознания, на будущем или исходе. Но когда материя, мы, пытается изменить материю, единственный известный нам способ — это заставить, контролировать, предсказывать и бороться, потому что это способ выживания. И это также требует, чтобы наши тела перемещались в пространстве и времени. Мы думаем, что если будем торопиться, то достигнем цели быстрее. Но чем больше мы торопимся, тем сильнее наша зависимость от эмоций, связанных с этим ускорением. Выброс адреналина создает возбуждение, и человек начинает использовать проблемы в своей жизни, чтобы подпитывать эту зависимость от определенных эмоций. Это означает, что мы становимся зависимыми от той жизни, которую на самом деле не любим. Вот почему изменения так трудны. Есть альтернатива – создавать не из материи, а из поля. Для этого нужно научиться полностью отвлекать внимание от своего тела, как бы стать никем, отвлечься от всех людей в своей жизни, с которыми связаны эмоции. Если вся ваша жизнь была посвящена тому, чтобы быть кем-то или быть связанным со своим телом, вам придется приложить больше усилий, потому что это ваша идентичность, результат давней обусловленности. Это непросто, поэтому не каждый может это сделать. Нужно отстраниться от всех вещей в своей жизни – телефона, компьютера, машины, работы, бизнес и текущих переживаний – и перейти от чего-то к ничто. Чтобы войти в поле, нужно отвлечь все свое внимание от места, где вы работаете, живете, где вам нужно быть, и перейти от где-то к нигде. Нужно перестать думать о предсказуемом будущем и знакомом прошлом, погрузиться в настоящий момент. От какого-то времени перейти к безвременью. Если сделать это правильно, вы станете чистым сознанием. Мы называем это выходом за пределы «я». Когда вы являетесь чистым сознанием, вы отвлекаетесь от трехмерной реальности. Куда вы направляете свое внимание, туда вы направляете и свою энергию. Если вы отвлекли внимание от всего материального, то окажетесь в нематериальной сфере, называемой квантовым полем, невидимым энергетическим полем, которое объединяет и связывает все материальное. Когда вы создаете свою будущую жизнь из этого поля, вы сочетаете четкое намерение с возвышенной эмоцией, вы чувствуете эту связь, и тогда возникает вибрационное соответствие между вашей энергией и желаемой будущей реальностью. Когда вы создаете из квантового поля, вам больше не нужно куда-то идти, чтобы получить желаемое. Вы сами становитесь этим вихрем и притягиваете опыт к себе, сжимая пространство и время. Это намного интереснее, потому что опыт остается неизвестным. Вы не можете предсказать, когда и как он произойдет. Если бы вы могли это предсказать, он был бы известен. Для того, чтобы это произошло, вам нужно отказаться от того, что вы всю жизнь использовали, чтобы получить то, что хотели. Это противоречит многим поколениям обусловленности и пожизненным привычкам, имея которые мы верим, что застряли в этом материальном мире. Но я могу с уверенностью сказать, что как только вы освоите эту формулу и научитесь создавать когерентность между мозгом и сердцем, побочным эффектом будет изменение вашей биологии на нейрологическом, химическом, гормональном и генетическом уровнях. Мы измерили это.
За 4 дня происходит регуляция генов, увеличивается когерентность мозга и сердца и улучшается их работа, выделяются разные полезные химические вещества, подавляется система выживания, сбрасывается базовый уровень травмы и шока, повышается иммунитет, увеличиваются теломеры. То есть вы меняете будущее своего тела и продлеваете жизнь. Это доказано. У нас есть научные доказательства того, что это возможно. Мы измеряем и видим эти изменения в биологии людей. Но самые убедительные доказательства – это личные свидетельства. Например, история женщины 41 года с 4-й стадией рака, которой врачи давали не больше 2 месяцев. Но в итоге у нее не осталось никаких признаков болезни. Или история врача с болезнью Паркинсона, который после одного трансцендентального момента избавился от дрожи, боли, смог есть, дышать, ходить самостоятельно. Все это доказательство того, как энергия влияет на материю. Мы видели сотни таких людей, которые не только исцелили свое тело, но и совершали поистине магические вещи в своей жизни. Таким образом, у нас есть доказательства и в научном мире, и в практическом. И именно свидетельства являются сейчас самым убедительным голосом и ускорителем этого процесса. В Канкуне во время мероприятия я наблюдал, как человек на сцене делился своей историей исцеления. И когда я смотрел на аудиторию, я видел, как люди погружались в это свидетельство, как они реагировали на него. Когда человек делился на сцене своей историей исцеления, каждый в аудитории был полностью погружен в это свидетельство, наблюдая за чудом, происходящим прямо перед ними. Это был обычный человек, не выглядящий как кинозвезда, вегетарианец или атлет. И именно это заставляло людей думать: если он смог, значит и я смогу. Это сразу разрушало их прежние убеждения. Невозможно остаться прежним человеком после свидетельства такого рода трансформации. Например, пациенты, перенесшие инсульт, полностью восстанавливали зрение или функции парализованных конечностей. Согласно традиционной медицине, это невозможно. Инсульты не излечиваются полностью, если этого не происходит в течение 2 недель, и нервы не восстанавливаются. Но эти случаи опровергают медицинские установки. Люди своими глазами видят, как обычные люди совершают, казалось бы, невозможные вещи, что заставляет их поверить, что и они способны на такую трансформацию. Несмотря на то, что по традиционным медицинским представлениям восстановление нервов и излечение после длительных повреждений считается невозможным, мы становимся свидетелями сверхъестественных изменений. Это заставляет нас усомниться в подсознательных убеждениях, что такие вещи невозможны. Даже если мы говорим, что верим в исцеление и чудеса, на деле нам нужно выйти за рамки привычного и сильно довериться. Когда мы начинаем наблюдать такие исцеления, это распространяется подобно лесному пожару. Мы видим, что они становятся все более феноменальными. Например, человек с синдромом Рейно, который не мог выходить из дома из-за сильной чувствительности к холоду, внезапно избавляется от болей в руках даже в холодном ноябрьском Лондоне. В той же аудитории были 4 человека с таким синдромом, достигшие полного восстановления. Так же, как инфекция распространяется в сообществе, вызывая болезнь, здоровье и благополучие могут быть такими же заразными. Это становится новым сознанием, новым путем, при котором нам больше не нужно полагаться на что-то внешнее.